Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Tilda в Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Tilda в другие системы. Например, в Viber получать уведомления про данные по заказам из Tilda, чтобы всегда вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Теперь необходимо указать действие «Получить данные из форм». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте URL для приема данных и перейдите в личный кабинет Tilda. Теперь необходимо вставить скопированный ранее URL в соответствующее поле. Если хотите, вы можете произвести дополнительные настройки. Не забудьте подключить этот веб-хук ко всем формам на сайте и опубликовать изменения на страницах. Теперь необходимо перейти на ваш сайт и заполнить форму или создать новый заказ, для того чтобы новые данные сгенерировались в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». Теперь необходимо подключить ваш Viber к системе Apex Drive. Обратите внимание, что Viber должен быть установлен на компьютере. Для того, чтобы подключить Viber, нажмите на логин нашего паблик аккаунта. Далее необходимо скопировать строку для подключения Viber бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили сообщение об успешном подключении, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Viber. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную.
Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Viber». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!